Если вы думали, что сатанисты существуют только в страшилках и городских легендах, то я собираюсь вас удивить. Сегодня вы услышите истории о реальных случаях поклонения дьяволу, ритуальных жертвоприношениях, оргиях, не говоря уже о людях, которые возомнили себя вампирами и пили человеческую кровь. Интересно. Тогда присаживайтесь поудобнее. Мы начинаем. Семейное поклонение дьяволу. Есть поговорка «Муж и жена– одна сатана», но вы даже не подозреваете, насколько она иногда верна. Ольга Варк и Андрей Трегубенко– московская пара со стороны ничем не отличающаяся от остальных. Но весной 2021-го они признались в страшном– в убийствах и ритуальных жертвоприношениях. А кроме того, как будто этого было мало, они занимались каннибализмом. У Андрея все началось с увлечения оккультизмом. Он изучал шаманизм, ритуалы, гадал на таро, верил, что обладают колдовским даром. Вскоре появились и жертвоприношения, в ходе которых на тот момент страдали только животные. В основном под нож шли черные петухи. Серьезные разговоры, которые заводил Андрей в тематических кругах об убийствах во имя дьявола-поклонничества, отталкивали, вы не поверите, других приверженцев сатанизма. Но все-таки оттолкнули не всех. Ольга, чувствующая близость к царству Люцифера, заинтересовалась словами Андрея. Они не просто верили в сатану, они служили ему. Их жизнь превратилась в поиск жертв, которые могли бы стать даром их темному господину. Они верили, что через боль и страдания других людей смогут получить благословение тьмы. Первой жертвой пары стала девушка, влюбленная в Андрея. Он пригласил ту в поход, она не смогла отказаться. Ей перережут горло и закопают, перед этим проведя странный ритуал и прочитав заклинание. В социальную сеть Андрей выложит фотографию с костром и кастрюлей. В ней, по всей видимости, находилось бедро девушки. Второй жертвой стал парень, которого раньше знала Ольга. Отработанная схема, предложение отправиться в поход, на самом деле желание поглубже затянуть человека в безлюдные места, где ему неоткуда ждать помощи. Парня ударили по голове и перерезали горло, перед этим прочитав какие-то странные воззвания, которые в воспаленном мозгу сатанистов что-то значат. Также не забыли и про каннибализм. В сатанинских кругах пара не стеснялась хвастаться своими преступлениями. Вполне возможно, от их рук пострадало куда больше людей, чем следствию удалось доказать. Ольга Варк и Андрей Трегубенко были приговорены к длительным срокам заключения. Тюремные камеры стали им новым храмом, но уже, к счастью, без ритуалов и жертвоприношений. На воле они ставили своих двух маленьких дочерей. Что с ними будет дальше и как их судьбе отразятся преступления родителей, одному богу известно. Вампиры из Германии. В августе 2000-го Даниэль, молодой человек с необычными вкусами, решил найти свою вторую половинку. Но не просто девушку, а настоящую принцессу тьмы. Для этого он разместил объявление в немецком готическом журнале Heavy Metal. Черный вампир ищет принцессу тьмы, которая ненавидит всех и каждого. На этот необычный призыв откликнулась 23-летняя Мануэла. Так началась история одной из самых жутких пар в Германии. С первой встречи они поняли, что их связывает нечто большее, чем просто симпатия. Оба были фанатично преданы культу сатаны и одержимы вампирами. Их стиль был мрачным и вызывающим. Черная одежда, перевернутые кресты, а у Мануэлы выбритая половина головы и острые клыки, которые она специально вставила себе вместо коронок. Они были словно персонажи из фильма ужасов, но их история оказалась куда страшнее. Поженившись, пара превратила свою квартиру в настоящую обитель тьмы. Стены и потолок были выкрашены в черный цвет, повсюду висели перевернутые кресты, а вместо кроватей стояли дубовые гробы с резьбой. Интерьер дополняли пластмассовые черепа, ножи и топоры. С каждым днем их фанатизм и жажда насилия только росли. Даниэль и Мануэла с удовольствием позировали для садомазохистских журналов, а их интимная жизнь была полна экстремальных экспериментов. Они наносили друг другу раны, пили кровь и спали на свежих могилах. Мануэла любила фотографироваться окровавленной, в цепях и с мачете в руках. Все изменилось в марте 2001-го, когда, по их словам, они получили приказ номер 667 от самого сатаны. На языке оккультизма это означало необходимость принести жертву. Выбор пал на 33-летнего Фрэнка Хагена, коллегу Даниэля и его единственного друга. Фрэнка пригласили в гости под предлогом дружеской встречи. После нескольких бутылок пива и разговоров ему предложили почитать книгу «Жизнь сатаны». Пока Фрэнк углублялся в чтение, Даниэль ударил его молотком по голове. Затем супруги вместе наносили многочисленные удары ножом. Напившись крови, они преспокойно занялись сексом в одном из своих гробов, оставив тело Фрэнка лежать рядом. На груди жертвы была вырезана пентаграмма, а на оконном стекле кровью написано «Если сатана жив». Во время обыска в квартире полиция обнаружила внушительный список предполагаемых будущих жертв.
10 января 2002 начался суд над Даниэлем и Мануэлой Рут. Супруги-сатанисты не проявляли ни капли раскаяния. Их взгляды, полные ненависти и презрения, пугали всех присутствующих. Даниэль заявил: «Сатана отдал нам приказ, мы только его выполнили». Даниэль получил 15 лет тюрьмы, а Мануэла — 13 лет с обязательным лечением в психиатрической клинике закрытого типа. Супруги, к счастью, оказались надолго разделены. Кто не хочет стать богиней? В карьере каждого уважающего себя мошенника рано или поздно наступает момент, когда он задумывается о создании секты, идеального инструмента для масштабирования своего грязного бизнеса. В 1962-м братья Каэтано и Сантос Эрнандес, уже вовсю промышлявшие воровством и обманом по всей Мексике, наткнулись на настоящую находку для любого афериста — горную деревушку Йерба-Буэна, словно застрявшую в прошлом. Местные жители, отрезанные от цивилизации, стали легкой добычей для братьев. Эрнандесы представились изгнанными богами империи инков, пообещав открыть несметные сокровища, спрятанные в горах, в обмен на поклонение. Несколько простейших фокусов, которые в городе не впечатлили бы даже ребенка, убедили деревенских простолюдин в божественности братьев. В считанные недели Каэтано и Сантос создали свою секту, где добровольные пожертвования соседствовали с наркотическими оргиями, в которых участвовали почти все местные женщины. Однако, когда фокусы и легенды перестали удерживать веру последователей, братья решили поднять ставки. Они нашли новое божество — ацтекскую богиню земли, огня и смерти, мать звезд и луны. Этой богиней стала 16-летняя проститутка из Монтеррея по имени Магдалена Солис. Девушка, согласившаяся на роль, быстро поняла, что такой шанс выпадает раз в жизни, и взяла управление сектой в свои руки. Первым делом она приказала казнить 2 сектантов, осмелившихся усомниться в ее божественности. Казнь была проведена с жестокостью, достойной древних ацтеков, и стала предупреждением для остальных. Затем Солис объявила, что, как богиня, она обязана пить человеческую кровь, чтобы сохранять вечную молодость. Кровь добывалась в ходе ритуальных убийств. Магдалена указывала на одного из последователей, объявляла его недостойным и наблюдала, как жертву убивали самым мучительным способом. Человеческую кровь смешивали с куриной, сдабривали наркотиками, подавая богине, а в финале ритуала из груди жертвы вырывали сердце. Эти чудовищные обряды продолжались чуть больше месяца, до того, как в деревне не пропали местный подросток и офицер. Их обескровленные тела обнаружили полицейские и военные, отправившиеся на штурм деревни. Сектанты, находившиеся под воздействием наркотиков, отчаянно сопротивлялись полиции. Тех, кого не успели принести в жертву, убили во время штурма. Сантос Эрнандес погиб в перестрелке, а Каэтано был убит одним из сектантов, который решил съесть его, чтобы получить божественную силу. Кажется, ему этого не помогло. Магдалену Солис удалось захватить живой. Ее приговорили к 50 годам тюрьмы, и срок должен был закончиться в 2013 году. Однако о ее дальнейшей судьбе ничего не известно. Остается только надеяться, что ее второго пришествия никогда не случится. Увлечение подростков. 2008 год, Ярославль. Николай уже давно увлекается музыкой в стиле металл, черной одеждой с черепами и готической субкультурой. Вместе с друзьями он часто пропадает на кладбище. Мать же смотрит на все это как на очередное подростковое увлечение. Возможно, стоило забить тревогу еще тогда, когда Николай увлекся сатанизмом и начал приносить в жертву животных. В начале 2000-х годов готы, эмо и другие мрачные субкультуры были очень популярны. Но, конечно, далеко не все подростки в черной одежде стали убийцами. В группе сатанистов, в которой состоял Николай, помимо него находились еще несколько ребят под яркими псевдонимами: Клык, Мертвый, Доктор Год, Кара. Поначалу они проводили ритуалы, используя кровь животных только для посвящения новеньких. На пустыре они установили перевернутый крест, к нему привязывали трупы животных, а рядом жгли костры. Но очень скоро им стало этого мало. Захотелось попробовать принести в жертву человека. В секте появились девушки Оля и Аня, которые и стали первыми жертвами. Аня была влюблена в одного из членов группы. По первой истории, рассказанной в этом ролике, вы знаете, к чему такая опасная любовь может привести. Через манипуляции на чувствах они заманили девушек в секту, но свое сатанинское нутро скрывали до последнего. Вечером 28 июня 2008 члены секты и девушки собрались в квартире Николая. Жертв напоили и отвели на ритуальную поляну. Сатанисты выстроились в форме пентаграммы, а в ее центре разожгли костер. По сигналу вся компания набросилась на девушек и заколола их кинжалами. Затем подростки умылись кровью жертв и даже сфотографировались с телами на телефон. Об ужасающем каннибализме лучше не упоминать. Останки закопали совсем недалеко. Через некоторое время подростки тем же самым образом убили еще 3 своих знакомых на той же самой поляне.
По показаниям свидетелей, во время убийств Николай вслух считал удары, и число один раз дошло до 666. Был в компании и адский секретарь. Он сделал из кожи жертв книгу мертвых, куда записывал убийства. Эти записи и стали впоследствии одной из улик. В это время родители пропавших подростков думали, что их дети отрываются на рок-фестивале «Нашествие». Когда ребята не вернулись домой, взрослые забили тревогу и обратились в милицию. На сатанистов быстро вышли, но они отрицали знакомство друг с другом. Стерли из телефонов номера, но общаться все равно продолжили. Они были настолько хитры, что в надежде запутать следствие переписывались друг с другом сообщениями задом наперед. Даже странно, что это не помогло. Группа или секта? Италия, 2004 год. Заголовки всех газет страны посвящены одному событию. В Милане арестованы участники то ли музыкальной группы, то ли сатанинского культа. В 2006-м итальянская полиция аж создала специальную команду — отряд сатаны, чтобы выяснить, сколько же людей на самом деле стали жертвами этой группировки. По итогу, хотя большинство преступлений остались недоказанными, они остановились на числе 15. Преступления начались зимой 1998 и были связаны с группой Beasts of Satan, Звери сатаны, миланским клубом Midnight, Полночь, где собиралась неформальная молодежь, а также музыкант и лидер группы Андреа Вольпе. В ночь на 18 января после вечеринки в клубе пропала молодая пара — 16-летний басист группы Фабио и его 19-летняя подруга Кьяра. Правоохранители предполагали, что подростки сбежали, однако отец Фабио, Мишель, чувствовал неладное. Когда молодые люди не появились дома через сутки, он начал собственное расследование. Он размещал объявления в тематической прессе, искал людей, которые знали его сына и могли навести на след. 5 лет он внимательно документировал все свои зацепки. За это время он познакомился со всеми поклонниками металла в Северной Италии, которые когда-либо встречали его сына. Как же все было на самом деле? Лидер группы Андреа Вольпе и его компания отправились после клуба в лес в пригороде Милана. Вместе с ними были и пропавшие Фабио и Кьяра. Там они собрались в ритуальный круг, выпили, приняли наркотики. Затем Андреа Вольпе объявил, что дьяволу нужна жертва, и указал на Кьяру. Мотивация была проста. Она внешне напоминала Деву Марию. Фабио, естественно, заступился за подругу, но это ни к чему не привело. Девушку закололи, пронзив ножом сердце, а парня забили до смерти молотком. Завершая ритуал, в горло обоим затолкали каштановые листья, обмакнули в кровь сигарету и по очереди выкурили ее, объявив, что пара теперь превратится в зомби. Тела закопали, а на могиле станцевали, смеясь и крича: «Теперь вы зомби! Попробуйте выбраться из этой дыры, если осмелитесь». Подобное происходило во время каждого полуночного ритуала. Отец пропавшего Фабио с дрожью в голосе вспоминает: «Я начал погружаться в метал-субкультуру города, ходить по клубам, познакомился со многими людьми, фанатами тяжелой музыки, и, как выяснилось годы спустя, некоторые из них были убийцами моего сына». Правда открылась благодаря другому преступлению. В январе 2004-го мужчина услышал в новостях о жестоком убийстве 27-летней Марианджелы Пиццоты. Ее заживо похоронили в теплице города Голосекко. Под подозрение попал бывший бойфренд убитой — Андреа Вольпе. В ходе допроса Вольпе сознался в убийстве Марианджелы, а также признался в убийстве Фабио Толиса, Кьяры Марино и своей бывшей девушки Маддалены Руссо, принесенной в жертву в пятницу, как вы догадались, именно 13 числа. На допросах он рассказал, что Марианджелу убили, потому что она знала о делах зверей слишком много. Вольпе пригласил ее на ужин, но когда напал на нее, завязалась драка. Девушка оказала сопротивление, и тогда он выстрелил ей в рот из пистолета 38-го калибра. Она долго находилась в агонии, прежде чем умерла. Вольпе также показал место, где были закопаны тела Фабио и Кьяры. Кроме того, члены секты признались, что подтолкнули к самоубийству своего барабанщика Андреа Бантадя, который отказался участвовать в убийствах. Зверей сатаны подозревали в причастности к еще 14 нераскрытым убийствам и исчезновениям. Среди них исчезновение бывшего члена группы, повешение 25-летней подруги Вольпе, сожжение на кладбище смотрителя и друга зверей сатаны Анджело Ломбардо, а также во многом другом. Лидер секты Андреа Вольпе был приговорен к 30 годам лишения свободы. Похоже, сроки получили все из его группы. Истории, о которых я сегодня рассказал, это не просто страшные сказки или сюжеты для фильмов ужасов. Это реальные события, которые происходили в разных уголках мира. Люди, одержимые идеями поклонения дьяволу, совершали чудовищные преступления, принося в жертву невинных, веря, что это дарует им силу, власть или бессмертие. Эти истории заставляют нас задуматься. Что скрывается за маской обыденности? Как часто мы проходим мимо тех, кто уже погрузился в пучину тьмы, но еще не сделал последнего шага?
И главное, как защитить себя и своих близких от этой тьмы. Ритуальные убийства, сатанинские культы, поклонение дьяволу — все это не просто преступление. Это вызов обществу, человечности, самой жизни. Но, как показывает история, тьма всегда настигает тех, кто ей служит. Пусть эти истории останутся для нас лишь напоминанием о том, что даже в самом мрачном уголке мира всегда есть место для света. Спасибо, что были с нами. Не забывайте, мир полон загадок, но именно мы выбираем, по какому пути идти — к свету или во тьму. Оставайтесь с нами, чтобы узнать больше о самых жутких и невероятных историях, которые скрывает наша реальность. Подписывайтесь, ставьте лайк и делитесь этим роликом, если вам было интересно. И помните, тьма боится света.